Hello, beautifuls! Вы на канале Twinkie Time. Мы сегодня продолжаем проходить игру Slay the Princess и голос героя, да, конечно. Если бы я помнила, что да, конечно, но, в принципе, вы можете посмотреть в прошлой серии, что там да, конечно. А я уже не могу. Ну как, могу, но не буду. Короче. Это всего лишь факел, не переживай, здесь все еще светло. Да. Главное следить, чтобы остальные не погасли, и тогда все будет нормально. Окей. Принцесса опускает глаза. Нужно занять себя чем-то интересным. Хорошая идея, правда? Может... Принцесса замолкает на полусловие и меняется в лице. Вот это да. Ничего не приходит в голову. Мне ее уже жалко. Третий факел гаснет. Тень принцессы яростно пляшет на дальней стене. Остался всего один. А что случится, когда он потухнет? Как ты думаешь, что должно случиться? Не беспокойся о том, что произойдет. Лучше представь, что ты можешь делать все, что душе угодно. Что бы ты выбрала, чтобы это было? Наверное, я бы потанцевала под звездами. Прекрасное желание. Голос героя, мне кажется, пока что самый более-менее нормальный, хотя бы в плане, здравомыслия, потому что голос влюбленного я вообще молчу. Это был просто ахтунг. Я не хочу даже его вспоминать. Он очень странный. Он странный, присобаченный, прикошаченный, я не знаю, называй как хочешь. А голос, который типа подхалима, но как мы поняли и как писали вы тоже, что это скорее не совсем корректный перевод, такой приспособленность типа, да. Но он плюс-минус с его позиции все понятно, он просто куда течение, туда и он, как бы типа того, да. А голос героя пока что самый плюс-минус адекватный. Какой у нас еще голос был? Еще какой-то был? Я не помню. Я не помню, чтобы еще какой-то был. Возможно, подожди, еще какой-то был, по-моему. Ну ладно, плюс рассказчик. Рассказчик тоже, я не знаю, рассказчик спорная персона, но он хотя бы не несет какую-то дичь. Такое, знаешь, более-менее. Но здесь нет звезд. Чтобы их увидеть, нужно выйти наружу. Когда принцесса произносит эти слова, тень устремляется вперед и сжимает ее кисти еще сильнее. Здесь я несчастлива. И никогда не была. Ой-ой. Последний факел гаснет, и принцесса начинает плакать, закрыв лицо ладонями. Так, я разбит. Что? А я почему? Значит, все кончено, почему ты плачешь? Всего-то отстой. Можешь открыть глаза все еще. Здесь ничего не изменилось, теперь мы просто сидим в темноте. Прости, мне кажется, это все изменилось. Давай, почему ты плачешь? Она поднимает голову. От слез на ее щеках остались черные дорожки туши. Не знаю, такое чувство, что какая-то важная часть меня исчезла, и я осталась здесь. Я не знаю, что теперь делать, не знаю, как мне дальше жить. Принцесса опускает глаза. Не будем же мы здесь и дальше сидеть. Той частичке нас пришел конец. Блин, тут так все спорно, потому что оно вроде как иногда и проскальзывает мысли, что ты что-то начинаешь понимать и улавливать, типа, что это может быть. Тут очевидно все, многое метафоры, да? А с другой стороны сидишь и думаешь, что наверное, нет. Есть тут скрытый смысл? Наверное. Принцесса встает со стула, и ты машинально поднимаешься за ней. Стоя возле ступени, ты наблюдаешь, как она молча приближается к тебе. У тебя еще остались ко мне чувства? О май гад. Они были? Они были? О май гад. Конечно, не думаю, что они когда-нибудь исчезнут. Все, что между нами было иллюзия, реально лишь то, что есть сейчас. Не думаю, что они вообще были, но, наверное, могут появиться теперь.
У меня даже не было возможности определиться с тем, что я к тебе чувствую, как только я оказался в лесу. Единственное, о чем я думал, это как бы уйти. Нет, покончить. Давай вот, мне нравится вариант, не думаю, что они вообще были, но, наверное, могут появиться теперь. Потому что как бы логично получается, что нам такие кидают к этой принцессе, убей ее, убей. Мы уже как чуть ли не каждую минуту с ней проводим, и вряд ли изначально у него какие-то чувства вообще были. Типа, могут, наверное, появиться, в принципе, плюс-минус может быть реальностью, мне кажется. Ну, типа, как развитие. Ну, хз. Это мысль греет мне душу. Думаю, это место плохо на нас влияет. Оно нас угнетает. Кажется, пора уходить отсюда. Знаешь, в какой-то мере мне напоминает это все то, что ты вот просто будто ты один человек, да, представь. И вот это все, вот эта вот клетка из 4 стен и всякие загоны в ней — это ты и твои загоны личные в твоей голове. Типа голоса — это тоже твои голоса. Но я не говорю о какой-то болезни или там нейроотличии. Я говорю в прямом смысле. Наверное, у каждого такое бывает, что ты... Я не знаю, у каждого, у меня просто бывает, я не знаю. У всех бывает, нет? Протянуть руку. Ты протягиваешь руку принцессе, которая собирается спуститься по лестнице. Уголки ее губ поднимаются в сдержанной улыбке, она осторожно кладет свою ладонь в твою. Она кажется тебе холодной, слегка безжизненной. Но ее прикосновение дарит самое реальное чувство из тех, которые ты здесь проживал. О, я удивлен, что ты даже не пытаешься вмешаться. Разве если мы покинем избушку, не наступит конец света? Он прав, босс. Ты подаешь нам какие-то противоречивые сигналы. Что ж, я увидел конец своей сказки и понял, что бывают вещи похуже конца света. Нифига себе, а рассказчик-то походу все-таки не такой плохой. Ну, как? Ой, извините, куда вернись? А такой, знаешь, ну, я не знаю. Ну, то вам меньше потеть. Думай, что хочешь. Я выхожу из этой борьбы. Вы с принцессой, не произнося ни слова, спускаетесь по ведущей к двери лестницы. А затем выступаете в мир за пределами избушки. Наверное, меня сейчас не станет. Вы, возможно, еще тут побудете. Надеюсь, это того стоило. От всей души, надеюсь. Боже, у рассказчика сейчас такой грустный голос. Я не знаю, прям вообще капец. О май гад, что? Почему? Мне прям не по себе. Он и впрямь исчез? Босс пропал. Больше никому указывать, что нам делать. Значит, мы теперь сами себе босс. Давно пора. Звезды так прекрасны. Какое-то время вы стоите рядом в тишине. Вам спокойно. Я ведь и правда всегда хотела потанцевать под звездами. Я все еще не могу полностью осознать, почему я зверь. Это моя часть, которая более диковатая, а это моя часть, которую нужно спасти. Я хз, я не знаю. Это так сложно. Или это буквально, а не метафорически. Все, я хз. О, она бережно притягивает тебя к себе, и вы начинаете кружиться в плавном танце. Вам не нужна музыка, вы двигаетесь под ритм биения ваших сердец, которые стучат в унисон. Чем быстрее вы танцуете, тем сильнее озаряется ее бледное уставшее лицо, и тем шире становится улыбка, а печальное лицо сменяется радостью от переполняющих чувств. Вы вытягиваете руки до предела и кружитесь, вас удерживает лишь нежное касание ладоней. Ваши взгляды встречаются, и вам кажется, что этот момент длится целую вечность. Спасибо, что привел меня сюда. Здесь хорошо, хоть и немного прохладно. О, камон. Мне дали ачивку, я этого и правда хотела. Потанцуй с той, кто что-то там даст тебе хорошую концовку или что такое, не знаю. Но ты не успеваешь ей ответить. Что-то забрало ее и оставило вместо нее нечто иное. Я грыбу, вот это происходит, психодел. Она пропала.
Куда она делась? Может, попробуем ее найти? А это что, зеркало? Откуда оно тут взялось? Почему сейчас? Так, я не знаю, куда она делась, и не представляю, как мы вообще собираемся ее искать. Думаю, мне нужно посмотреть в зеркало. Да, давай. Какое-то оно жуткое, ты уверен? А если он против, то и я тоже. Я не знаю, давай уксуем. Значит, мы победили? Ты прав, ее нет. Есть только мы, и это ужасная штука. Почему зеркало ужасное, оно обычно? Типа тут, конечно, темно как-то. Давай подойдем. Не делай этого. Не обращать на него внимания. Но у меня нет других вариантов. Ты подходишь к зеркалу. Ты протягиваешь руку в тишине. Они исчезли, но зеркало осталось. Пришла пора в него заглянуть. Это ты. Ты один в пустоте. Здесь так тихо. Направиться в избушку. Ты в избушке. Приблизиться к ней. Ты знаешь, что скрывается за оболочкой. Это сущность, обитающая между мирами. Нечто возвращается в долгий покой. Оно отказалось от пути уничтожения и подарило мне хрупкий сосуд. О, хамбец. Так, ты то существо, которое я встретил за лесом, да? Я думал, это был сон. Дальше что-то такое, подарила хрупкий сосуд, это и есть конец света, выпусти ее отсюда, знаешь рассказчика, это ты послал меня покончить с принцессой, ты заперла меня здесь, тебе известно о мирах за пределами этого места, ты принцесса, что дальше? Атаковать, уничтожить свое тело. Я грыбу, вот это у нас вариантов, ну давай с самого начала эти яхза. Смутные воспоминания, пустые туннели без проблеска света в конце. Прости, если напугала тебя. Я не знаю, это выглядит так необычно, а оно типа не пугающе выглядит, а... Ну, спокойно, что ли? Я не знаю, как объяснить. Наверное, больше спокойно, так типа, цікавенько. Что-то такое. Я одинокий огонек в пустом городе. А ты кто? Кто я, по-твоему? Думаю, мы с тобой похожи. Мы океаны, что превратились в мелкие ручьи. Ты знаешь рассказчика? Я не знаю никого, кроме тебя. Это место свободно. Сюда никто не приходит, только мы. Это и есть конец света? Если так, то почему мы сейчас разговариваем? Не думаю. Так, подарила хрупкий сосуд? Да, нервы, чтобы чувствовать миры вовне, формировать свой взгляд. Она певчая птица в золоченой клетке теней. У нее честное сердце. Не жалей ее. Она наконец-то научилась петь для себя. Да блин, что такое? Тебе известно о мирах за пределами этого места? Я знаю только, что они существуют. Ты принцесса? Она часть меня, а я часть ее. Но ты всегда была принцессой, или она просто часть тебя? Ты повторяешься. Разве имеет значение, где начинается одно и заканчивается другое? Сложно. Это ты послала меня покончить с принцессой, ты заперла меня здесь. Я только сейчас обрела сознание, я не могла запереть тебя здесь, и я тоже жажду свободы. Я не знаю, выпусти ее отсюда, так звучит. Давай я попробую, но... не знаю даже.
Прости. Есть вещи, которые нельзя изменить. Есть пролитые слезы, поток которых не повернуть вспять. Это место не в силах сдержать осколок концепции. Она захотела вернуться ко мне, как только появилась здесь. Ей не было больно, правда? Так, и что дальше? Сейчас ничего. Но я знаю, что за пределами нас есть миры, которых нам суждено достичь. Выхода нет, но этот сосуд — творение восприятия. Она может подарить тебе забвение, если ты поверишь, что она на это способна. Я не понимаю. Покажи мне новые ракурсы. Позволь обрести целостность. Возможно, тогда мы познаем свободу. Другие концовки? Или что? Или это не конец? И так сложно? В плане понимания. А разве ты не боишься, что я найду способ с тобой покончить? Сколько я забуду, сколько еще кусочков должен тебя найти? Меня послали покончить с принцессой, чтобы она не уничтожила мир. Если я тебе помогу Если я тебе помогу, его уничтожишь ты? Ты спрашиваешь о невозможном. Уничтожить значит просто переделать. Изменить форму. Нифига себе философски. Слышишь? Ты чё? Ты заставляешь меня думать очень много. Ну, не то чтобы я не думала. Неважно. Ты играешь словами. Что ты сделаешь, если я тебе помогу? Откуда мне знать? Я лишь мерцающий огонек в безбрежной темноте. Сколько я забуду? Все. До нашей следующей встречи. Сколько еще кусочков тебя я должен найти? Больше, чем уже нашел, но меньше, чем еще предстоит. Я бесконечна. Остальные сами найдут дорогу домой. А что, если я не позволю тебе так со мной поступить? Тогда мы останемся здесь такими навсегда. Неоконченными, высохшими, пустыми. Разве ты не боишься, что я найду способ с тобой покончить? Я не жила. Я не боюсь умереть. Хорошо, подари мне забвение, давай. Она просит передать, чтобы ты помнил о ней. Но ты забудешь. Офигенно. В глазах темнеет, и ты умираешь. Глава 1. Герой и принцесса. Мне дали ачивку «Разделись несчастливый конец». Так. Окей. Слушай, я, конечно, все понимаю. А может быть такое, что вот то, что я дохожу до вот этой части, где вот эта вот принцесса с руками, может ли быть, что это типа как бы уже одна из концовок, которую я как бы получила? И когда она спрашивает про забвение, я типа начинаю сначала, чтобы, посмотреть другие концовки. Может такое быть? Я вообще, типа, может, я вообще не врубилась, что конец у меня уже как таковой сама концовка по себе была? Или все-таки еще нет? Вот в чем вопрос. Может, по достижениям глянуть? А? Что ты думаешь? Да нет, тут дофига достижений, ты шо? Да не. Ладно, окей. Давайте пробовать другой путь. Окей. Ладно, спасибо тебе за поддержку. Да не за что, работа у меня такая. Погнали. Хорошо. Ты идешь по короткой тропе, добираешься до избушки, и в ней ты найдешь принцессу. Хочу тебя предостеречь. Она будет лгать, морочить тебе голову и делать все возможное, чтобы помешать тебе покончить с ней. Не верь ни единому ее слову. Мы ведь не станем этого делать. Она же принцесса. Принцессам положено спасать, а не убивать. Слушай, мне кажется, что это реально был конец. Все, давай идем. Сейчас смотрим. Да, то же самое. Давай сохранюсь. Сохранить вот где? Тут.
The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Я возьму клинок. You take the blade Что from если the table. попробовать в этот раз прям до It'd be конца rather додавить difficult to и slay the убить ее? princess and save the world without it. Ну просто. Я слышу, как моя кошечка начинает что-то там играться. Может быть, потом покажу ее вам. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by Да, an это то же unseen light самое. in the room below. Her voice carries up the stairs. Who's there? О, голос такой, как в начале, по-моему, был. Кто She здесь? sounds dangerous. Какой у нее повелительный тон. It's Такое almost as if ощущение, что she's она the one полностью in charge контролирует down ситуацию. here. Давай, Don't let давай, it да, fool хорошо, окей. У It's меня all такое чувство, part что of это the реально сначала. manipulation. Спускаться. Good. You're still listening to reason. Я просто хочу попробовать полностью до конца додавить, чтобы ее кокнуть. Сори, прости меня, пожалуйста, мне просто интересно, что будет, потому что я ни разу этого так и не сделала, прям вот до конечной, You чтобы walk додавить, down да? the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding Давай. so coldly beautiful. Is she focused Да-да, on она the task beautiful, at hand? но... And there you are. Are you here to kill me or something? Извини, пожалуйста, да, я тебе просто взять Колю в кулак и сделать шаг вперед. Я даже не буду с ней разговаривать, но мне просто интересно, правда. You step forward. Your grip Ты on собираешь the Колю blade в кулак и tightening делаешь as шаг you вперед. steel your Клинок resolve. крепко зажат в твоей ладони. Oh? Что? Даже словом мне не скажешь? Ладно. С чего ты вообще взял, что способен меня убить? Ты ведь понимаешь, что меня заточили в подвале не просто так? А если нож твое единственное оружие, то тебе придется подойти ближе. Кинь сдалека, метни. Хотя, блин, а если не попадет, то фигово будет, конечно. Так что рекомендую его бросить. Лучше тебе не знать, на что я способна. She's unarmed. Она безоружна. Колебаться нельзя, иначе будет поздно. End this. Покончи с этим. Давай. А ты уверен, что она I'm безоружна? positive. Ну, абсолютно. I'm not. А я вот нет. Буду следить за каждым моим движением. Если она прячет оружие, то обязательно выдаст себя, когда решит на меня напасть. Тебя одолели сомнения? Бросай нож, еще не поздно поговорить, как нормальные люди. Прости меня. Ты покрепче сжимаешь клинок, а атакуешь принцессу. К сожалению, твои подозрения подтвердились. Второй клинок, который она все это время прятала в рукаве платья, летит тебе в горло. Капец. Ага, понятно. Слушай, а если у нее точно такая же ситуация, только с ее стороны, она просыпается в этом подвале из раза в раз, и ей какой-то рассказчик голос приказывает, там, я не знаю, как-то или убить меня, или что-то еще, чтобы освободиться. Есть такой вариант, что у нее тоже точно такая ситуация? Ух ты, нихера. Извините. Да, она просто так орно выглядит. Неплохо. Твоя сонная артерия перерезана, из раны хлещет кровь, заливая стоящую рядом принцессу. Времени мало, поторопись, иначе не успеешь покончить с ней. С последних сил ты делаешь рывок, вонзаешь клинок прямо в сердце принцессы. Мы друг друга убили, да? Оу. Истекая кровью, вы оба валитесь с ног. Вот это выглядит эпично. Я не ожидала, что до этого дойдет. Только понять не могу. Ты правда думал, что это меня остановит? Она будто верит, что бессмертна. Но у тебя уже нет времени размышлять над ее словами. В глазах темнеет, и ты умираешь. Давай еще раз, я буду, типа, до последней лезвия, глава 2. Давай. Окей, я пропущу, да? Конец света. Направиться в избушку. Я хочу прям додавить полностью до конца, как смогу. Да, она будет лгать. Голос обиженного, новый. Не бровь в глаз, мы реально собираемся это сделать, да? Как-нибудь без меня, сказал бы я, но, к сожалению, я застрял тут с тобой. А почему обиженного? Мы знаем, чего остерегаться на сей раз, будем действовать осторожно. Просто не расслабляйся, и все будет хорошо. Погнали. Ух ты. Внутри избушка является собой месиво из искореженного дерева и сломанных досок, щербатые края которых выглядят примерно так же уютно, как и битое стекло. Единственный предмет мебели — остроконечный стол, на краю которого лежит безупречный клинок. Опять зеркало. Он твое орудие, и без него ты не сможешь выполнить свою задачу.
А если в этот раз не говорить про зеркало, а просто подойти? Подойти. Ты подходишь к стене рядом с дверью в подвал. Это просто стена совершенно пустая. Слушай, может быть, тут зеркало не просто так. Может, это намек на то, что все-таки то, что я говорила ранее, было правдой, что это все метафора, и на самом деле зеркало это как бы показывает, что это наше отражение, то, что тут происходит, наш как бы в голове, внутри, я не знаю, в душе. Как это объяснить? Объясните за меня, пожалуйста, если вы поняли, о чем я. А если не поняли, то не поняли. О чем ты? Это не просто стена, это зеркало, точнее, станет зеркалом, как только мы сотрем с него слой пыли. Протереть. Ты протягиваешь руку, касаешься пальцами стены избушки, надеюсь, ты понимаешь, как нелепо сейчас выглядишь. Но здесь только что было зеркало. А теперь его нет. Еще одна хрень пытается заморочить нам голову, ненавижу это место. Мне кажется, это не обиженного голос. Ну, окей, пускай будет так, конечно. Взять. С оружием как-то поспокойнее. Мы заставим ее страдать за все, что она с нами сделала. Окей. Дверь в подвал со скрипом распахивается, открывая то, что некогда было лестницей. Ступени выглядят так, как будто кто-то разодрал дерево и как попало вбил получившиеся доски в стену. В воздухе, поднимающемся снизу, чувствуется металлический привкус. Напоминает запах свежей крови. А еще вы слышите исходящий из подвала размеренный металлический скрежет. Если принцесса здесь живет, убийство будет актом милосердия. Металлический скрежет? Она даже не пытается спрятать нож. Такое ощущение, будто она с нами играет. Это может быть что угодно. Наверное, просто цепь по полу волочится. Прошу вас, выбросьте из головы эту ерунду. Снизу доносится скрипучий голос. Надеюсь, ты пришел меня спасти. Я тут уже целую вечность торчу. Какой-то у нее странный голос. Она считает себя круче нас, типа теперь ей можно больше не притворяться. С шеи. Вы спускаетесь с последней ступени, замечаете принцессу. Она, не отрываясь, следит за вами с противоположного угла. Наконец-то хоть кто-то пришел. Скорее сними с меня эти цепи, здесь небезопасно. Руки покажи. Да брось, мы же на это не купимся, правда? Она пытается нас обмануть, но не может скрыть угрозу в голосе. Она хочет, чтобы мы подошли поближе, потеряли бдительность. Ее голос звучит угрожающе, потому маска, скрывающая ее личину, почти спала. Она знает, зачем вы пришли. В конце концов, вы вооружены. Чего ты ждешь? Ты же пришел меня спасти, да? Так. Ого. К черту. Ого. Нифига себе, тут можно и сохраниться. Тут прям много вариантов. Если я подойду ближе, ты меня зарежешь, да? Давайте не будем с ней разговаривать даже в этот раз. Можете почитать, поставить паузу. Я просто хочу вот прям напролом. Давай. Принцесса умолкает, она с улыбкой следит за тем, как ты бросаешься к ней через комнату. Отлично. Она еще не достала нож, руки у нее все еще со спиной. Мне кажется, у нас получится. На этот раз мы можем победить. Нужно сейчас же нанести удар, только не спускай глаз с ее рук. Я не верю ни единому ее слову. Нифига себе. Но тебя тут же отвлекает жуткий звук металла, рассекающего плоть. Чью плоть? Не нашу ведь? Сперва ее, потом вашу. Что за хихи? Ого, она прям хихе, да? Чем она нас вообще ударила? Ты смотришь себе на грудь и на торчащее из нее тонкое длинное лезвие. А затем переводишь взгляд на большой кровавый разрез у нее на бедре, где еще мгновение назад был спрятан клинок. Он все еще торчит вверх прямо из колена, словно какой-то странный металлический протез. The fuck? Бред. Это бред.
You're going to die now. Сейчас ты умрешь. With a twist of her knee and С a чавкающим painful звуком squelch, она дергает коленом и does убивает just тебя. that. В глазах темнеет, и ты умираешь. everything goes dark, and you die. Камон. Глава 3. Гонка вооружений. You're on a path Ты in the стоишь woods. на лесной тропе. Нет, к черту, если мы дальше собираемся заниматься подобной хренью, то в жопу этот проклятый лес. Начинаем с ранной избушки. Вот этот голос, конечно, забавный чуть-чуть. Чего? Внутреннее убранство избушки режет глаз. Мятые стальные листы преграждают путь, вынуждая тебя с трудом продираться. Какого хрена? Это что сейчас было? Вы что такое сделали? У меня заиграла... будильник, типа, нам пора заканчивать, но это так интересно, что давайте еще капелюшечку. У меня в голове шумит. Походу, я перенес нас в избушку. Интересненько, у кого теперь все тузы на руках? Круг все сужается и сужается, бегством уже не спастись, нам нужно драться. Голос жертвы. Еще один. Голос упрямца, хорошо, уж лучше так. Без боя не будет победителя, и если не будет победителя, то происходящее не имеет ни малейшего смысла. Прекрасно, значит, вы уже здесь были. Сколько раз? Это вроде 3-й. Теперь понятно, почему все идет наперекосяк. Вы же понимаете, что каждый раз, когда вы терпите неудачу, она вырывается, из заточения весь мир погибает. По-любому есть какая-то суперсекретная концовка. Может быть, потом я до нее дойду? Это невозможно. Слишком большая ответственность. Да, но невозможно, высокие ставки делают драку только интереснее. Невозможно, высокие ставки делают драку только интереснее. Откуда эти голоса? Вас слишком много. Давайте-ка лучше сосредоточимся. Единственный предмет мебели — кособокий стол, на краю которого лежит... Мы его берем. Ладно, хорошо, вы берете клинок еще до того, как я успеваю сказать, что он тут есть. Без оружия покончить с принцессой, спасти мир было бы непросто. Это правильно, нам просто нужно держать ухо востро. Хорошо, в конце концов, мы наверняка победим. В конце концов, мы точно победим. Черт, да мы и в этот раз можем победить. Вот это мне по душе. Вы могли бы у него поучиться. Я так же, как и ты, горю жаждой действия, но как нам туда спуститься? Воспользуйтесь дверью, вы же знаете, что такое дверь? Но здесь нет двери, здесь снова только зеркало. Нет тут никакого зеркала. Что за троп вы там наломали? Такое ощущение, что вы больше не можете адекватно воспринимать реальность. Я чувствую, как из-за него тянет железом и сталью. Может, он и прав. Похоже на какой-то фокус. Что говорят об этом зеркале другие наши чувства? Если ничего, то это точно иллюзия. Если оно преграждает нам путь, давайте просто разобьем его и двинемся дальше. Вы идете к двери в конце комнаты и останавливаетесь прямо перед ней. Видимо, вы и правда считаете, что смотрите в зеркало. Но на самом деле его не существует. Просто протяните руку и откройте дверь. Давайте просто нащупаем ручку и покончим с этим. Мне плевать, как мы выглядим. Поскорее бы добраться до конца этой дурацкой истории. Вы протягиваете руку, касаетесь двери, ведущей в подвал. Она со скрипом открывается. Вот и нет никакого зеркала. Какая неожиданность. Его здесь никогда не было. Это просто иллюзия. Давайте уже доберемся до принцессы. Мне и раньше плевать было на зеркало, а теперь подавно. Полагаю, настало время снова ее увидеть. Просто не расслабляйтесь, и все будет хорошо. Давай, еще один разочек. Вы делаете шаг вперед, но задерживаться на ступеньках подольше не удается. Под вашими ногами оказывается гладкая, ровная металлическая поверхность. Один шаг, и вы кубарем проноситесь в самый низ. Окей. Вы кубарем скатываетесь на пол подвала, замечаете неподалеку фигуру принцессы. Она криво улыбается. Привет. Кажется, у тебя нет выхода, поэтому я больше не буду строить из себя дурочку. В прошлый раз стал апофеозом твоей безалаберности, но не переживай, в этом-то и суть веселья. Если она думает, что мы так просто сдадимся, то ее ждет неприятный сюрприз. Карта не ведет прямиком к гибели, выживания, вот что самое важное. А точно ли это так важно? Мы умерли уже дважды, ничего ужасного не случилось. Надо просто выяснить, как хоть разок победить. Ничего ужасного пока не случилось. Случилось много чего ужасного. Например, вы обрекли на гибель по крайней мере один мир. Жизнь его обитателей имела значение.
The past isn't Прошлое real. нереально. There's only Есть только here здесь и and сейчас. now. Your internal bickering is cut short by the wet Вашу sound of внутреннюю slicing meat. Что с ней? Склоку прерывает влажный звук разрезаемого мяса. Из рук принцессы выскакивают два клинка, блестящие от ее крови, а опустевшие ошметки кожи и мышц болтаются в области локтей, как разорванные рукава. Цепь с грохотом падает на пол. Во-первых, все фейк YouTube, так что успокойся. Во-вторых, это мне напомнило этот прототип, кто знает игру. Это прям хорош. She's loose. Она освободилась и направляется к вам. Wait. Let's not do anything hilarious. You're going to make me walk over to Что же you, ты aren't заставляешь меня самой идти к тебе? Shit. She's coming Черт, towards она our сейчас round of нападет, а у меня ideas. ни одной идеи. Давай почитаем. Мы не станем распускать нюни и снова с ней сразимся. Она не может причинить нам боли, если мы запретим себе ее чувствовать. Мы вас зовем к ее авторитету, присядем ей на уши, нет причин, по которым мы не смогли бы договориться. Мы безоговорочно капитулируем. Ой, это просто я попробую с ней пофлиртовать. У нее вместо рук мечи, а у нас нет, надо впасть в панику. Она побеждает, потому что убивает нас. Так, давайте ее в этом опередим. Ну, я не знаю, тут тяжело как-то опередить. Это все фигня, давай по новой. That's right. We Да, just have верно, to надо think. просто подумать. There's Если probably an поднапряжемся, answer наверняка найдем if we ответ. think. Just standing Ты there, так и huh? будешь стоять A столбом. bold strategy. Смелая стратегия. You don't have time to Подожди. finish your thought. Но вы не In a успеваете moment, she's ничего across the придумать. room. Она в мгновение Blades ока flashing пересекает in the комнату, dim ее клинки starlight. сверкают в тусклом свете звезд. She skewers you. Она вас пронзает. Ow. What a surprise. Какой сюрприз. We don't Да, even уже и get a second подумать to think нельзя, about вечно her она лезет со stabbing us. своими клинками. Oh, a new one of О, us. новенький, голос скептика. I thought that only Я happens думал, when такое we происходит только когда мы умираем. Did we die? Мы умерли? die. Your Honor. Вы стоите на... No, you're in a- Нет, вы... Where the hell Да are где we? вы, черт возьми? I don't like that we Мне не died нравится, without что us мы knowing. умерли и даже этого не заметили. Это сильно размывает границы. Really blurs some lines that I prefer not to be blurred. Are we still dead? Are we alive again? Не How are we чихнула. even supposed to know the Которое я difference? предпочел бы видеть четкими. Мы еще мертвы, мы уже живы. Как нам вообще понять разницу? Stop saying dead, Да all of перестаньте you. уже все время говорить Well, I мертвы. died a Может, second секунду ago, назад but мы right now умерли, we're но сейчас мы живее всех живых. No, this is all horribly wrong. How many Это все times так have we неправильно. been here? Сколько раз вы уже здесь были? This is Это four. 4-й. No wonder everything's Неудивительно, such a что mess. тут This такой wasn't кавардак. supposed Все to go должно past было one. ограничиться одним разом. I wonder what you're Интересно, going to что do ты будешь now. делать дальше? У You're тебя so так full много of идей, мне ideas, это по and душе. I love that. Она такая смешная. But I guess we don't have time to talk Но, about things кажется, before the времени на princess беседу у нас comes. нет. Принцесса приближается. Okay. Ладно. Whatever we do Что бы gets мы ни us делали, мы another получаем еще us. одного себя. Let's see Давайте how проверим, many we сколько can нас stack. может нас There's gotta be a поместиться, point по where идее. it В makes какой-то us момент это должно better than помочь нам her. превзойти ее. We don't need any other Не voices нужны нам тут еще chattering болтуны, about они it. только It'll собьют just нас с толку. confuse Нужно us. просто продолжать All бороться. we need is to keep fighting. Yeah, I'll pass Ага, on только that. без меня. As long as we keep Главное не останавливаться. Come on. Ну давай, Show me покажи something мне что-нибудь новенькое. Okay. Так, план, быстро. Now. Окей, план, хорошо, давай. Мы не станем распускать... Ага, вот он, у нас план. План. Да-да-да-да-да-да. Попробую с ней пофлиртовать. И тогда у нас появится голос влюбленного. Ну, слушай, давай я попробую просто как бы... Я попробую. Этот план не срабатывает, она снова вас убивает, и снова ваша память затуманивается, пока сознание прыгает от жизни к жизни, удерживая лишь смутно проступающие обрывки конфликта. Compliment her on those Давайте восхитимся ее блестящими клинками. There's Что может nothing быть better лучше than a сильной capable женщины? woman. А вот тут ты уже получше, чем в прошлый раз, знаешь. She skewers you. Она вас пронзает. You're cute. Ты такой милый. Ты такая милая. Почему передали, как ты такая? Окей. Well, there's more of Что ж, us. нас стало больше. See if Давайте that проверим, helps. поможет ли это как-то облегчить нашу участь. Then you skewer И вы yourself. себя пронзаете. I thought we both Я думала, мы understood that оба dying уже doesn't поняли, get что you смерть ни к anywhere. чему тебя не приведет. Huh. That didn't do much of Ничего не anything. изменилось. Мы крепче, чем я думал. Бунтаря. Какой в этом смысл? Результат 1. Голос сломленного. She skewers you. Она вас пронзает. Oh, don't give up on me Эй, just не падай yet. духом, продолжай You драться. gotta keep going. It doesn't matter Неважно, how сколько many времени times это this takes, займет, we мы не can't можем сдаться. give up. Okay, Ладно, let's go давай еще again. раз. Just panic. Просто Please. паникуем и бежим. Голос параноика. Хорошо. Skewers you. Она вас пронзает. No,
Нет, ты от меня не уйдешь. Это так не работает. Видите, у нас получается все лучше и лучше. Ладно, согласен, вот сейчас было неплохо. Она в любом случае убьет это тело, так что хватит чувствовать то, что мы чувствуем. Голос отрешенного. Она вас пронзает. О, неплохо. Да ты крепыш. Нифига себе. Мы уже близко. Чувствуйте еще разочек. Действительно, еще разочек. Это все, что нам нужно. Давайте попробуем позвать к доброте. Такого мы еще не пробовали. Уверена, она прислушается к голосу разума. Голос подхалима. Она вас пронзает. О, прикольно. А потом в глазах темнеет, и вы умираете. Глава 4. Гарантированное взаимное уничтожение. Нифига себе. Ты стоишь спокойно, мы уже в избушке, дальше сами разберемся. Вот этот голос, ничего так экстра. Давайте вот здесь сохранимся. Это было неплохо. Это прям эпично было. Типа, мне и до этого нравится. До этого была такая более, наверное, хорошая, да, концовка. А сейчас что-то такое прям полный психодел. Нормально. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.